We're here in Dukachaysk, and last night at 5 o'clock, Dukachaysk was blanketed with 30mm cannon fire from Ukraine positions. A kindergarten was hit, and over a dozen homes were damaged. Now, you're gonna see what the result was. Like this video, subscribe to this channel, and share this video right away to help show the world what's happening. Right now we're in Dukachaysk, and this apartment came under fire. Ukrainians fired from the neutral zone near Ukrainian positions with a BMP-2 with a 30mm cannon. The shell came through this window, came across here, and impacted right here on this wall and spread the shrapnel across this apartment. Thank God no one was injured here. There's been many locations here in Dukachaysk that were hit by shelling last night. We're going to show you what we can. Subscribe right now to this channel, like this video, and comment on how I can increase the quality of my programs and what you would like to see. Каждый день нас стреляет, хотя говорят, что не стреляет. Да? Она каждый день стреляет, а я ж вижу оттуда все. Мама уже определяет, что стреляет, как стреляет, куда стреляет. Какая страна стреляет? Это самое. Украина стреляет на ДНР. Украина стреляет. Хотя они говорят, что она не стреляет. Я же вижу, каждый день стреляет. Это ужас. Все, в 17:00, 16:58 я зашел домой, мама только вышла из дома, пошла гулять с собакой. Я зашел, ну сколько надо снять куртку, это сам башмаки, и зашел, вот, только за угол зашел, сразу прилет. Вы где в момент находились? Вот да, вот только за угол зашел. В том направлении у нас... Это Новотроицк идет, дальше сдвигаемся, идет у нас разъезд. Это самое, за разъездом идет этот самый, переходим уже Еленовка, дальше движение. От Новотроицка сдвигаемся, это у нас идет Дубки, после Дубков у нас идет уже дальнейшее, то, что стоит напротив Омоновки. Николаевка у нас вот с балкона уходит, здесь Адрес какой у вас, скажите? Докучаевск, Комсомольск, 45/8, квартира 29. Зовут вас? Сергей. И какая войска стреляет это? Какая войска стреляет это? Какие войска? Которые стоят на расстоянии от этого дома примерно 4,5 километра, если брать. Потому что БМП дальность стрельбы составляет 4 километра. За этой БМПшкой уже охотятся давно, чтобы ее наказать, и она уже неоднократно обстреливает этот город. Это украинские? ВСУ, да. ВСУ. Будем называть это красиво. Зачем они стреляют тут? БМП стреляет для того, чтобы просто наводить шорох. Там сейчас стоят, по-моему, батальоны, насколько я знаю. Да, вот здесь вот сейчас стоят этот самый, здесь первый стоит правый сектор, а дальше, по-моему, стоят этот самый. Да, вот туда, прямо. Здесь стояла... Тут гражданский поселок или... Это гражданский. Военные тут или нет? Да, спрятаны в подвалах все. У нас нету подвалов, но они спрятаны в подвалах. Конечно, это гражданские. Где здесь военные? Да, вот это ж хорошо, я чапу сюда... Извините. Да ничего страшного, это вы лучше извините нас, но это самое. Сами закрыли, да, уже? Ну, они там, Своими силами. да, подвинули там оцинковку такую, чтобы не вытекало, хотя бы давно вытекло там. Я не знаю, куда вам удобнее посмотреть. У меня ребята
сейчас, может быть, муж выйдет. Кто дома был в этот момент? Все были дома. Ну, это было где-то около 5 часов вечера. Вы находились дома, услышали что-то? Да, мы услышали свист такой, а потом взрыв. Мы поняли, что это где-то здесь такой сильный взрыв. И потом чуть-чуть утихло, вышли, посмотрели, и вот это здесь такое. Шифер по двору. В той стороне, оттуда прилетел, насколько я понимаю, Да, да? вот оттуда. Вот где вот это вот где-то оттуда летело, с той стороны. Вот так. Но со стороны Новотроицка. С той стороны летело. Ну, оно обычно все время оттуда летит. Все время оттуда летит. Или на нас. Вот они такое впечатление, что там где-то точка стоит и пошли вот так резать город. Веерно так. Режут весь город подряд. То есть не прицельно, ничего, просто засыпают Я город. думаю, что нет, потому что вот так они, так, вот как тут на точке стоят и пошли вот так резать. Вот так переводят и... Последнее время какая-то тенденция есть, хуже, лучше, что? Или... Вот это несколько дней было вроде тише. А то перед тут дня 3, да, Федя, было тише. А перед этим каждый день, каждый день, каждый день. И вот летит, к нам летит все время оттуда, со стороны. Кто там? Какая войска? Украина. Украина там стоит. Зачем они очень стреляют тут? Я не знаю, или хотят, чтобы мы как от Широкина выехали отсюда, бросили здесь это место. Может, я не знаю. Здесь живут только мирные люди. Вот у нас здесь 2 внука, 2 сына. Мы с дедушкой уже по 60 с лишним лет. Мирные здесь живут, все мирные. У нас было перед войной около 30 тысяч населения. Но сейчас некоторые выехали, некоторые вернулись. Но все равно больше 20 тысяч. И бьют именно в город. Бьют сейчас, последнее время бьют в центр. Именно в центр. Вот начиная с площади. И вот это вот пошли и по микрорайону. Бьют в основном центр. Именно целенаправленно по мирному населению. В чем наша вина? Что мы... Как нам быть, как нам жить дальше, я не знаю. Дети были дома тоже, Был да? внучок, был ему, очень испугался, очень. Он упал в угол и кричит: открывайте все рот, открывайте все рот. Дети уже знают, что делать. А второй внучок с бассейна шел, но успел где-то спрятаться. Сын собирался идти за ним, это было около 5 часов. Сын собирался идти за ним к бассейну забирать ребенка. Стоял уже одетый. Ну, 20 секунд, и он бы вышел. Муж тоже одетый стоял, собирался куда-то выйти, то ли покурить. Средний сын тоже. Внук сидел за столом, прямо перед окном ребенок кушал. Я стояла возле печки, готовила, и в это время началось. Где-то минут без 20, без 15, без 10, 5 вечера. Долго длился обстрел? Ну, сколько длился? Ну, минут 5, наверное. Потом перерыв, и опять в несколько заходов. В несколько заходов. 3-4 захода. Вот. И потом мы сидели еще так, ну, смотрели в окно, было видно. Опять следующий заход, но уже летела туда дальше, выше нашего дома. Но тоже оттуда и по городу. По городу. Как вас зовут? Люба, Любовь Леодоровна. Какой адрес? Центральная 53. And we've moved on to the next location on the street of Centralnaya. And this is home number 53. And this home as well was hit by 30 millimeter fire from a BMP-2 from the directions of Ukraine positions. The residents tell us that of course it was Ukraine that fired on this civilian area, and there's only civilians that are living in this area. And this just shows you more what is happening here. There's many more locations. We're on the way. We're gonna go have a look across the street where there is a kindergarten just feet, meters from where these shells came down. Like this video, subscribe, and comment on this video to let me know how I can make my videos and reports better for you. Я руководитель дошкольного учреждения. Но это у нас считается как мы юридические лица, самый основной человек, будем так говорить, который отвечает за все, что происходит в этом детском саду.
За воспитание, обучение, оснащение, ну, за все буквально. Вот. Можно сказать, как situation писаемый нисколько не... Ситуация такая, сколько времени, такая ситуация. Ой, ну, у нас это все началось с 15-го, с весны 15-го года. Ой, подождите, 14-го года. С весны 14-го года начались обстрелы. Но еще, знаете, как-то отдаленно это все было. А в 15-м году у нас уже были прилеты на нашу территорию. То есть наше дошкольное учреждение повреждено было тоже сильно. У нас вылетели все стекла, повреждены были. Вот, разбили там детскую площадку. Но это уже все, конечно, восстановлено. Вот. Ну, а на данный момент, вот вчера, так неожиданно началось вот это все. Так что спрятаться, успеть убежать, это, вы понимаете, просто нереально. Сейчас это каждый день стреляет? У нас здесь постоянно. Если не на саму, особенно в последнее время, у нас прям центр города прям очень сильно обстреливается. Это центр города? Да, мы в центре города находимся. Ага. Раньше у нас вот как-то больше поселок Ясный и страдал совхоз. А сейчас вот, ну, те, так сказать, населенные пункты более меньше населения там. А сейчас вот у нас больше всего, конечно, страдает центр. Это мирные места или военные места? Какие военные здесь? Ну, какие здесь военные? Ну, скажите, какие? У нас, ну, будем так говорить, спальный район, будем вот так. У нас везде жилые дома. Везде жилые дома. Военных здесь нигде нет. Last night at 5 o'clock, Ukraine positions blanketed the center of Dukachaevsk with 30mm cannon fire from BMP-2s. And right now we're at our fourth location of the dozens that was hit last night. Right here, there was an impact from one of the shells. It exploded through here. No one was injured here. Thank God. We're moving on to our next location. Please subscribe to this channel, like this video, and comment. We're off. Тут уже пришли, уже произошло. Адрес какой у вас? Гвардейская, 39. Зовут вас? Колесникова Инна Владимировна. А какие повреждения у вас? Получается, нарушена крыша на кухне. Нарушена кровля и 2 стеклопакета. Во сколько это примерно было по времени? Ну, до 5 вечера. Около 5, наверное. Ну, от 4:30 до 5. Я так точно. Спасибо большое. Можно еще? Пожалуйста, расскажи, что произошло. Когда произошло? И что произошло? Произошло, ну, я же говорю, когда начался обстрел, и мы уже попали домой, обнаружили, что нарушена кровля на кухне, и повреждены 2 окна, 2 стеклопакета на доме. Ага. Какая страна стреляет? Где это стреляет? Не знаю, с той стороны. Да? Какая войска стреляет? Ну, наверное, войска ВСУ. Зачем они хотят стрелять тут? Это военные тут или гражданские? Военные, что ли? Нет, тут. Это... Мы гражданские, обычные люди, которые живем здесь, Ага. работаем, дети ходят в школу. Ага. Это- Ага. Понял. Хорошо. Здесь мы родились. Спасибо. So we've moved on to the street of Gordetska, where there's 3 more homes that have been hit by this 30mm cannon fire last night. Here's the impact. This home over here, with windows were knocked out, and these homes here also took shrapnel damage.
The weather's starting to turn here in Dukachaevsk, as you can see, so we're going to head back to Donetsk. There's many more homes here that took damage last night. So please like this video, subscribe to my channel, and share this video and help me show the world what's really happening here in Donbass.